Йоу, сегодня 9 августа, вторник. Еду к Прокси. Кайф, ощущение, что лечу. Че, камон, everybody? Здорово, здорово. Здорово, братан. Так, тапочки дашь? Вот так и живем. А это тоже твое? Вау, можно зайти? Ну, конечно, братан. У тебя прям тут офис, постель. Очень круто. О, У меня тут проектор вижу, да. играть, чуть решил поиграть, пока ты понимаешь? Ну что, Слушай, вообще очень круто. добро пожаловать. Добро Такой у меня пожаловать. маленький мини-лофт. Во, вот эта тема, да. И турничок, и покачаться. Это все в основном синтезаторы, да? Синтезаторы, да, смотри, здесь Синтезаторы. есть советский старый синтезатор. очень Алиса. редкий. Да, это моего Охренеть. друга. Я его установил. И вот пока он здесь стоит. Какого года? Каких-то 70-х, наверное. Наверное, не знаю, 77-го. Что-то такое. Так ты его юзал или так? Чисто поставил для красоты? Я его только восстановил. Только-только. Он только он был заиграл. поломанный Да, там? ну, можно поиграть. Вот смотри, видишь, у нас здесь с ключа включаются колоночки. Так. Секвенсор. Все дела. А, подожди, забыл вот эту штучку. Колонки это новые, которые ты взял, да? Да, это новые. К ним сейчас едут и в ноябре приедут сабвуферы вертикальные. Новые такие разработочки. Дженелеков. Алюминий. Вот. И все это будет стоять сзади. А это такой вот походный вариант. Но это не комплект типа или как? Не, это не комплект, это та же фирма, но это такой походный вариант. Вот куда-то ездить, отдыхать и с собой брать в рюкзак, грубо говоря. Вот эту маленькую карту звуковушечку. И на ноутбуке можно уже полноценно с хорошим звуком все это дело писать. Вот. Ну, соответственно, что еще тут? Это старший брат вот этой вот маленькой коробочки, то есть 8-канальный премиум. 384 килогерца он дает. Ну, вот сейчас здесь 44 стоит. Угу. То есть это все выставляется. Маленький синтик. В общем, рука не поднимается его продать, потому что он классный. Ну и не надо продавать, нахрен Да, надо. да. Он такой простенький здесь, ну, басы на нем очень просто делать. Вот. И, значит, вот от этого едут сабы вертикальные, их два, не как обычно, типа один саб и две колонки 2.1, а это будет именно два стека, там чуть подальше, это будет четырехполосная система на сторону. Ну, типа это будет стерео, но четырехполосная, то есть с очень классным. И что это для музыки по прям частотам. тебе будет какой-то плюс даст? Прям. Ну, я тебе сейчас включу, послушаешь сначала эти. Пиздец. По музыке будет все слышно. Очень много зависит от интерфейса и, соответственно, от источников звука. Это да? само собой, да, конечно. Да. И поэтому здесь вот супер детализированный как бы интерфейс, вот в такой в двух как бы композициях. Слушай, а расскажи про вот эту карту, как это называется, что она? Это Mergen Anubis, это швейцарская фирма, она изобрела какие-то там конвертеры, ну не сколько конвертера классные, а какие-то там технологии внедрила в эти конвертеры. И, в общем, звук становится супер детализированным. То есть ты вот в спикерах, ну, конечно, спикеры тоже нужны нормально, какие-нибудь там. Но вот у меня до этих были Genelec 8040B, и ну, на них было тоже довольно детально все слышно. Ну, то есть это прям, как сказать... Я люблю детализацию. Да, это Я тебя понимаю. такой типа хай-фай. Да, хай-энд я бы сказал. Да. Солидарен. Слушай, а вот это что за TC Electronic? Да, это просто анализатор спектра. Здесь вот есть, значит, такие обычные моргульки. Показывают звуковые волны, Да, как ну, что стереобаза там и радар это вот Ага. фишная. Ну, а это метеостанция. Я смотрю здесь, сколько у меня влажность в помещении, потому что здесь очень сухо в этом старом помещении каких-то там бородатых годов. Угу. Вот, с метровыми стенами, ну, как мы все любим. И, в общем, здесь всегда было очень сухо. У меня здесь были увлажнители, еще что-то. Я здесь борюсь с сухостью. Вот, смотри, что здесь происходит. Я пытаюсь, тут, видишь, подписывать это все. Правильно. Это у меня, соответственно, вот настройки. Теперь звук у нас 2022 год. Звук идет по LAN кабелю. Угу. Не по USB, не по Thunderbolt. Пришлось даже подкупить такой вот свич интернета и стать сисадмином.
Кстати, Армадай мне помогал настраивать его, потому что там черт ногу сломит в этом Cisco. Ну да, Леха красавчик. Ну и вот, соответственно, колоночки, видишь, тоже прикольные технологии. Тоже подключается по лану. Одна к другой. Ставится микрофон там, где сидит слушатель, диджей, ну, продюсер. Вот, и нажимается одна кнопочка, они слушают комнату и отстраиваются. Вот у меня в комнате здесь 3 провала по басам. И у них обновляются прошивки, кстати. Так, дальше, что у нас здесь есть? Да, давай знакомим вот с этой штукой. Вот на этом Давай синте, сверху. значит, он выпускался в 3 цветах, серый и 2 таких более лимитированные, синие и красные. И вот у меня красный давно-давно купил на eBay. И, в общем, на нем я сделал свой вот этот главный, так скажем, трек Raven. Что стоит? Ну, они все время дорожают. Сейчас непонятно. Сейчас может быть 2500-3 тысячи долларов. Что-то в этом роде, да. Вот, это мой контроллер, с которым я играю. Сейчас у меня тоже история была насчет него. В общем, у меня сперли чемодан из машины в Питере после гига. И у меня там Слушай, я помню, что-то ты да. рассказывал, да. Да, и, короче, там ушел вот такой вот контроллер. А там много вообще в этой сумке было у тебя оборудования? Ну, я потерял на полляма там всего. Это включая все 3 паспорта, 2 заграна, 1 русский. Блин, мне надо было через 3... восстанавливать, ёп. И мне через 3 недели надо было ехать в Америку, а у меня 0 вообще. То есть ничего нет. То есть, ты успел в итоге? Даже русскую, да, успел. Ну там, сям, одни. Ну да, обошлять, блядь, да. Все дела. Но если бы спиздили до, естественно, выступление бы не состоялось. Конечно, нет. Но выступление это было меньше из-за, потому что надо было сначала восстановить русский паспорт. Потом да, я с какими-то бумагами, с постановлениями там из полиции, шел в посольство, там, умолял, просил там, чтобы вошли в положение и просто мне вернули ту визу, опять проставили в паспорт, который у меня виза уже была. Короче, жопа была. Там еще ушло 2 майки из Австралии, эксклюзивные, такие супер тонкие, ну, как я люблю, такие летние, знаешь. Так вот, и да, и вот этот контроллер я потом ждал на eBay 2 года, потому что его сняли с производства, а он ручной работой, он такой плотный, ничего там, ну, короче, собирается вручную, и с ним ничего не происходит. Это вот, я считаю, лучший контроллер для каких-то лайв-выступлений. Тогда, когда тебе надо крутить ручки усиленно, там, фейдеры, что-нибудь делать. Подожди, ну аналогов разве ты себе не нашел подходящего, чтобы... У меня было очень много железок. Один меня контроллер Novation даже подставил на фестивале, на Пукельпоп в Бельгии фестиваль. Там 9000 человек было. И у меня прям до выступления сломался контроллер, весь замигал. Блять. И оказывается, у него просто шлейф там внутри отсоединился от одной платы до другой. И я стоял перед 9000 человек, изображал, что я играю на контроллере, короче, но на самом деле я пытался что-то сделать мышкой на ноутбуке. Это было неудобно. И плюс этот фестиваль еще что-то стримили, стрим тогда появлялись, да. становились модными. Вот. И, в общем, этот позор и засняли на стрим. Подожди, а что, люди догадались и писали, что, блядь, что... Конечно, нет. Вот это главное, да. Конечно, нет, да. Так, это вот контроллер, это мне подарил друг мой из Мексики, мексиканец, маску, знаешь, там у них очень популярный рестлинг. Да. И это вот какая-то, видно, маска. Крутец. Вот. Дальше, вот эта коробочка, это маленький синт. В общем, он такой вот с деревяшками. Сюда вставляется крона, батарейка. Такая вот. Вот, и он играет. Ну, какие-то там звуки делает такие. Вот. Тоже на заказ, да, получается? Это вообще кастом. Это мне сделал чувак, фанат из Австралии. И он сделал такую вот тоже штучку, ну, по теме, типа in-out. Потому что это был мой логотип, как бы, типа серп и молот в таком в цифровом виде. Что она делает? Что-то делает. То ли это эффект, то ли тоже какой-то маленький вот синт тоже на кроне работает. Ну, такой вот у чувачка хобби. Вот прилагается бумажка, значит. Вот как тут сделано. Со схемой. Да, со схемой. Вот отсюда ты вставляешь вот сигнал сюда вроде и получаешь что-то там. Ля-ля-ля. Вот хек, осциллятор. Ну, вот, значит, осциллятор. Ну, короче, такая штука. Еще не разбирался. Круто. Храню как такой памятный. Раритет, ни хрена себе, блядь, да. Это эксклюзивный заказ. Да. Подарок. Ну, значит, Полевов стандартная тема. Это значит, у меня была с ним какая-то просто
по-быстрому фоточка, и она стала везде, в общем... Ну, ты его юзаешь в музыке? Да, был обязательно, задействован? обязательно, да. То есть это Raven. Да. На этом я сделал свой трек Classic, называется, Classic. Вот. Этот еще не использовал. Это тоже, ну, здесь несколько... Алиса ждет пока. Алиса ждет, да. На этом было несколько что-то написано. Кстати, на этом синте вот как раз Лиам Хоулет сделал вот тот самый звук Smack My Bitch Up, Какой именно? который такой асидовский, ну, который основной вот такой Да. хук в треке. Это вот был вот этот как раз синт и вот такая вот педаль, какая-то вот такая. Он не вспомнил, что была за педаль. Я у него спрашивал, я говорю, чувак, как ты сделал этот звук? Ну, в общем, такая вот дешевая педаль. А без педали, подожди, этот звук можно сделать? Или... Без педали? Да. Ну, без педали можно сделать, но педаль просто его перегружает. Да. Ну, и он такой становится, такой грязный, Грязный, дряхлый, да. Вот это, значит, это новые покупки. Вальдорф, да, это цифровой синт, на котором я собираюсь делать всякие эффекты больше для музыки, типа для кино, что-то в этом роде. Ну, а это, соответственно, вот новый Moog, один из новых моделей. Да, он делает классные басы, 4 осциллятора. Все классно, тоже особо не использовал в треках, ну, потому что купил. Вот. Ну, а какие-то там синты там продал. Ну, такая стандартная история, кстати, у Лиама Хоулета такая же история. То есть он, те, которые синты не идут у него, да, он их продает. Ну и классно. Вот. Ну, понятно, меняешь, а что? Да. Это нормальная история. Слушай, на самом деле, вот ты говоришь, он новый, но он сделан такой в духе... Ретро, да. Есть такое, да. Но и прикольно то, что он такой вот цветной, потому что что-то я подустал уже от черных синтов, специально взял такую вот версию. Да, круто, слушай. Ну да, такой веселый вроде. Жирно здесь у тебя достаточно. Прям. Ну, он был жирнее, но я решил избавляться от... правильно, а что копить-то? Если что-то не используешь, продал, купил что-то другое, Конечно, нужное, более там, типа, интересное. Ну, синтезатор, понятно. Ну, это просто MIDI-клава, да, которой я хотел учиться. Так. Это, значит, штучка для того, чтобы прописывать экспрессию, всякую для музыки, для кино тоже. Ну и, соответственно, тоже здесь все обновил. Поставил вместо 2 мониторов вот один длинный. Это тоже, да, такой как бы походный сетап. То есть вот эти маленькие колоночки, вот маленький интерфейс. И, соответственно, вот это все убирается как бы в чемодан. Да. И когда едешь там на Бали, в общем, можно что-нибудь пописать музончик. Так, что тут у нас? Просто power кондиционер. Такая же штука, только секвенсор. Она включает колонки, то есть пары колонок по очереди. Ну и, соответственно, включать все это выключается также. Ну и вот здесь у меня стоит сумматор Sigma, который я использую как микшер для синтов. Ну, на самом деле, это для придания аналогового такого теплого звучания миксу. Вот. Но пока у меня теплое звучание только идет вот из синтов. Типа того. Ну и, соответственно, бесперебойник. Ну вот. Да. Важная вещь. Да, бесперебойник на компьютер, на вот основной как бы сетап, в случае чего. Ну и там у меня парочку педалей могов. Ну и пока я всякое говно из река выкинул, в общем, продал. И вот теперь стадия наполнения некая. А ты уверен, что тебе прям еще что-то нужно? Нет. Но Ну всегда всё. что-то нужно, Ну, понимаешь? Это мания у вас, у музыкантов, да, что-нибудь приобрести. А Бен же, знаешь Веньку? Конечно. Он тоже в этом прям, Да. очень любитель. Так, давай, заводи свою машину, включай. Привет. И вот эта вся херня, сколько все стоит в целом, вот грубо говоря? Нормально это все стоит, братан, иди садись. Секретики, пистолетики. Так,